Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. И сразу скажу, что это видео, можно сказать, такое немножко спонтанное, внезапное. Дело в том, что я обнаружил в том видео, которое должно было стать следующим, а именно это вторая часть про побитовые операторы, обнаружил то, что я там использую синтаксическую конструкцию, которую я вам в принципе еще не объяснял, а именно тернарный оператор. Я считаю, что это совершенно, абсолютно недопустимо, и я просто обязан с вами, естественно, поделиться этой информацией, рассказать вам про этот самый тернарный оператор. Что ж, давайте перейдем от слов к делу. Я открою редактор, зайдем в директорию, файлик. И смотрите, ребят, сразу скажу, как я уже, в принципе, сказал, но заострю на этом внимание, что, по сути, тернарный оператор не что иное, как просто синтаксический сахар над конструкцией if, то есть над условным оператором ветвления if, который вам уже, наверное, давно знаком. Давайте сразу перейдем к конкретному примеру, проще будет объяснить на живом примере. Во-первых, я объявлю переменную булевую, и проинициализирую ее значением true, что значит истина, да, вспоминаем булевые переменные. И я объявлю переменную просто integer, проинициализирую ее пока что нулем. И вот далее, смотрите, как можно использовать тернарный оператор. Предположим, я хочу организовать такую логику, очень простенькую, примитивную, что в зависимости от моего флага и его значения, вот этого, да, булевой переменной флаг, я буду присваивать новое значение моей переменной value. Как я могу это сделать? Я мог бы загромоздить целую конструкцию из if, да, условного оператора ветвления if, но я могу воспользоваться тернарным оператором, что будет намного аккуратнее и лаконичнее. Чтобы им воспользоваться, делаем что? Сначала мы указываем первое выражение, которое будет являться как бы условным выражением. Если проводить аналогию, опять же, с if, можете представить себе, что это выражение, которое стоит под круглыми скобками в if. Но в тернарном операторе нам круглые скобки не нужно указывать, не обязательно. Мы можем просто указать if в качестве первого выражения. Далее мы должны написать такой знак вопроса. И дальше, после знака вопроса, будет следовать то выражение, которое вернет тернарный оператор в случае истинности первого выражения, которым у нас является флаг. То есть, предположим, я хочу присвоить значение в случае истинности переменной флаг равное 100, да, то есть нашей переменной value. А далее я пишу двоеточие и указываю то значение, которое вернет мой тернарный оператор в случае, если флаг будет false, то есть если выражение, которое стоит перед вопросиком, вернет значение false. Предположим, это будет там 200, не знаю, ну любое, 250. Давайте проверим это дело сразу на работоспособность, так скажем. Ну давайте я сразу открою терминал. И скомпилирую. Виноват, да, давайте сначала выведем хотя бы наше значение переменной. Скомпилирую программу, запущу ее и увижу, что действительно, как мы ожидали, так как значение нашей переменной флаг, которая используется в качестве первого выражения в тернарном операторе, которое по сути является условным выражением, от значения которого зависит то, какое значение вернет в целом тернарный оператор. То есть, если флаг true у нас проверяется, да, после вопросика, знаете, можете так примитивно это воспринимать, что вопросик как бы спрашивает, а какое тут значение у этого условного выражения. Здесь у нас просто в условном выражении флаг, он имеет значение true, значит он такой, окей, хорошо, я возвращаю 100. Но если мы сделаем сейчас флаг, изменим его значение на значение false, в этом случае мы вернем из тернарного оператора то выражение, которое стоит после двоеточия. Убедимся в этом, скомпилируем программу, запустим ее, видим, что да, действительно тернарный оператор вернул в переменную значение 250. То есть, еще раз напоминаю, ребят, если здесь выражение возвращает true, то возвращается значение между вопросиком и двоеточием. В нашем случае 100. Если возвращает false, как вот последний наш случай, то, соответственно, возвращается то выражение, которое стоит после двоеточия. То есть в нашем случае это значение 250, которое мы имеем сейчас в выводе в консоль. Но, смотрите, ребят, в принципе все, да, про простейшая конструкция можно воспринимать, как, знаете,
if, но упрощенный. То есть if не указывается, просто дальше идет условное выражение, которое даже в скобки не надо заключать. А дальше после вопроса, то есть между вопросом и двоеточием, как бы тело if, если if, соответственно, true, да, если его условное выражение возвращает true, а после двоеточия как бы else. Но это так, если, знаете, такую пытаться прямую аналогию с if проводить и тернарным оператором. Но тернарный оператор не так прост. Дело в том, что мы можем организовывать в логические цепочки несколько тернарных операторов. Давайте хотя бы попробуем объединить два тернарных оператора в логическую цепочку. Для этого мы должны передать как бы возвращаемое значение одного тернарного оператора сразу в следующий тернарный оператор. То есть, по сути, наш первый, вот этот весь тернарный оператор будет выступать в роли первого выражения, как вот наш флаг, да, только теперь целый наш тернарный оператор будет выступать в роли этого первого выражения для следующего тернарного оператора. То есть, соответственно, мы представляем, что вот это все, это как бы первое условное выражение перед нашим вопросиком. Далее ставим вопросик, какое-то значение произвольное указываем, да, там, неважно. Для случая, когда у нас первое выражение вернет true, напоминаю, который является целым тернарным оператором. И после двоеточия возвращаем другое выражение, которое вернется в случае, если наш тернарный оператор вернет false. И вот тут есть небольшой нюанс, ребят, который обязательно надо понимать, что сколько бы мы не увязывали по количеству наших тернарных операторов, как только первый тернарный оператор, любой, то есть первый, второй, третий, десятый, хоть их 50 там будет, вернет значение true, то мы сразу выйдем из цепочки, то этот тернарный оператор просто вернет то выражение, которое соответствует значению true, возвращенному из условного его выражения перед вопросом, да, и мы сразу выйдем из цепочки. Но если тернарные операторы, которые стоят в цепочке в такой, будут возвращать false, то мы будем закапываться в эту логику. И это очень легко проверить. Смотрите, я сейчас сделаю флаг пока true. Вот самый простой случай, когда мы моментально выйдем из нашей цепочки, и у нас даже не отработает второй тернарный оператор. Компилируем, воспроизводим, запускаем программу, видим, что у нас сразу, так как значение булевой переменной вот этой флаг true, у нас просто отрабатывает первый тернарный оператор, возвращает нам значение 100, и все, мы выходим, то есть второй тернарный оператор, он даже не отработал, он не успел отработать. Но как только мы поменяем вот это значение на false, то в этом случае, смотрите, что будет. Мы сразу давайте продумаем, какая у нас будет логика, какое будет поведение реализовано. Если флаг у нас теперь false, то в этом случае мы должны вернуть значение 250 в наш следующий тернарный оператор. И он теперь должен отработать. А если значение 250, вспоминаем урок про булевые переменные, считается как бы не нулевое значение у нас за значение true, истинное, то есть у нас этот тернарный оператор, по идее, должен что отдать? Совершенно верно, пятерку. То есть то, что стоит между вопросиком и двоеточием. Проверяем верность наших утверждений, видим, что совершенно правильно мы возвращаем пятерку. Но если мы здесь оставим 0, например, или можно даже false написать явно, да, то есть смотрите дальше, если простраивать логику, что будет? False у нас в данный момент значение переменной flag, соответственно, она тоже вернет false, то есть у нас отработает то, что стоит после двоеточия. И этот false выступит в качестве значения логического выражения, в качестве вообще логического условного выражения второго тернарного оператора. И он должен вернуть что? Соответственно, он должен вернуть 15. Проверяем. Запускаем программу, видим, что да, совершенно верно, значение вернул 15. То есть, грубо говоря, если тернарный оператор, который стоит в цепочке, хотя бы один где-то в середине цепочки, в начале, там неважно где, на каком этапе, как только он возвращает true, он сразу же выходит из цепочки, возвращает это выражение. Но если по цепочке мы идем и из тернарных операторов возвращается значение false, то мы закапываемся как бы внутрь. И уже смотрим, либо доходим до самого последнего тернарного оператора, и он возвращает уже что-то, либо false, либо true, либо дойдем до какого-то тернарного оператора, который вернет true, и сразу выйдем из этой цепочки. Все, ребят, в принципе, это
Такая простенькая, я надеюсь, достаточная информация. Я постарался максимально подробно ее объяснить. Это необходимо для того, чтобы понять материал следующего урока, потому что я там, так скажем, без зазрения совести, не объяснив тернарный оператор, и стал этот тернарный оператор использовать. И благо я про это просто вспомнил и понял, что обязательно я должен вам записать, конечно, это видео. Все, ребят, спасибо большое за просмотр. Если вам нравится мой контент, поставьте, пожалуйста, лайк под видео, подпишитесь на канал, бейте в колокольчик, потому что я буду еще много-много контента делать. Я уже его, в принципе, делаю достаточно много. Каждый день выходит минимум один ролик, иногда два, иногда даже и три. Вот, и контента также будет много, то есть будет какой-то новый, наверное, контент. Также, ребят, приглашаю вас в комментарии, если у вас есть какие-то дополнения, какие-то рекомендации, какая-то адекватная критика, милости прошу, добро пожаловать в комментарии. И также еще напоминаю, что я параллельно стримлю, ссылочку на мой Twitch канал вы можете найти в описании под всеми вот последними актуальными роликами, которые я записывал за последние, наверное, где-то 2-3 недели. Все, ребят, еще спасибо вам большое за просмотр, удачи вам в обучении, пока.